Вообще я закончила СЕМ. После СЕМа я даже поработала месяц в банке. И после этого я поняла, что с экономикой надо завязывать. Это не для меня, мне это неинтересно. И как раз в это время мой муж и рассказал мне, что такое программирование, показал мне основные моменты в CSS, в HTML. Мне это показалось интересным. Собственно, на это я сделала дальнейший упор. Вот. Потом я со временем поняла, что нужно набрать какую-то базу знаний не только по фронтенду, но вот по программированию в целом. И я уже поступила на мастерат в ГОС. В Elation я работаю как фронтенд-разработчик на платформе Web. У Elation есть два продукта, Verve и Crunchyroll, и я, собственно, являюсь членом команды Verve Web. В основном, кто меня спрашивает, с чего начать, я всем говорю, вот два ресурса очень хороших, Udacity и Codecademy. Я сама очень много времени на Codecademy провела. Очень хороший ресурс. Основная идея таких обучающих веб-сайтов в том, что они дают небольшую теорию, затем короткое задание, основанное на этой теории, и так продолжается какой-то определенный курс. То есть, пройдя час-два на таких обучающих сайтах, можно понять, нравится язык программирования, направление, куда ты движешься, или уже сразу нет. После этого, конечно, нужно активно начинать набирать знания. Сделать это тоже можно несколькими способами. Есть специальная литература для этого, и онлайн, и книжки, разные митапы. То есть нужно обязательно следить за теми компаниями IT, которые есть у нас в Молдове, потому что они устраивают и стажировки, и вот митапы, про которые я говорила. Наша компания еще и устраивает аниме Night для любителей аниме. И, конечно же, на этих митапах нужно задавать вопросы. То есть общаться с людьми, если есть какой-то тупик в развитии именно вот в знаниях, то нужно подходить и спрашивать людей, которые либо организовывают митап, либо приходят на митап. Блокировку какую-то в знаниях можно очень легко разрулить. Первые задания, я вообще до Elation работала как фрилансер, в основном это был русский рынок. Естественно, первые задания я брала больше как пробные. Всегда был рядом мой муж, который следил за моей работой, то есть никогда мы не отдавали незаконченный продукт. Мне это очень сильно помогло, но да, это были больше небольшие страницы, так называемые лендинг-пейджи, на несколько экранов, простенькие. Потом со временем, конечно, мы нашли уже более стабильных клиентов, с более интересными заданиями, проекты росли, сложность росла, количество страниц, ну и с этим и опыт, конечно, тоже рос. Но опять же, это нужно понять, что нравится. Без этого никуда, потому что есть очень много хороших специалистов, но в основном они не могут найти работу, потому что они знают много, но ничего конкретного. Не знают практически там базовые знания, у них есть базовые знания из разных языков программирования, но что-то, какой-то опоры в каком-то определенном направлении нет. То есть нужно постараться, конечно, выбрать из чего-то, но после того, как выбрали язык программирования, все-таки остановиться на нем и стараться сильно не уходить в стороны от него. Вот это, мне кажется, очень важный совет, потому что люди на этом теряют много времени. Вообще, первый, так скажем, наставник, можно сказать, и менеджер. Первым наставником был мой муж. Именно он научил меня программированию, поэтому все вопросы, которые у меня были, я адресовала ему. Он дал мне понятие того, что я буду делать, что такое фронтенд-разработка. Сейчас в компании Elation у меня тоже очень хорошие менеджеры, тимлид. Вообще, я думаю, что у меня самый лучший коллектив.
Самым распространенным, наверное, это то, что программирование, вообще разработка — это что-то очень тяжелое. Нужно обязательно иметь знания по высшей математике, физике, я не знаю, что много людей придумывают. На самом деле нет, это все намного проще делается. Ну, зависит от языка, конечно, но страхи эти постепенно отпадают, как человек начинает обучаться программированию. То есть программирование — это не тяжело. Я вот очень много историй слышала от тех, кто уже работает в IT или поступил в университет на IT, что главным триггером вот, выбора профессии, выбора занятий являлся кто-то либо старший брат, либо друзья какие-то тоже постарше, но именно мужского пола. То есть если у девушки есть какие-то знакомые, которые в IT, то, скорее всего, она легче вступит на этот путь. Но если нет, отчаиваться не стоит. Есть, вот, как ты сказал, очень много программ, которые поддерживают девушек. Причем поддерживает девушек до определенного возраста. К примеру, проект Girls Go IT берет не всех. То есть нужно соответствовать именно по возрасту. И это очень хорошая возможность, так как проект классный, на самом деле, вот Elation его поддерживает. У нас даже была стажировка для девушек с этого проекта. И я тебе скажу, очень многие парни, говоря, слыша про этот проект, говорят, что блин, как бы, почему только для девчонок? Я тоже хочу. Потому что девчонки, вот у них был Summer Camp в этом году, они, насколько я знаю, изучали и дроны, у них был трек с дронами, бэкэнд, фронтэнд, очень много классных штук. Парни уже немного завидуют. Вообще мне очень нравятся зимние виды спорта. Я даже занималась фигурным катанием несколько лет назад в России. Сейчас, конечно, главным видом спорта, моим любимым, является сноубординг. Жалко, что им можно заниматься очень определенное время в году.